Дональд Трамп стал все-таки президентом США, и теперь в России, конечно же, всех интересует один вопрос. Это хорошо или плохо, и как это отразится на нашей стране? При этом у многих почему-то существует стойкое убеждение, что избрание Трампа – это чуть ли не подарок для путинского режима. Я не претендую на лавры великого политолога или знатока внутренней политики США, но тем не менее хотел бы сказать свое мнение на эту тему. Мне не кажется, что победа Трампа даст какое-то особенное счастье Кремлю. И я не думаю, что она способствует быстрой разморозке российско-американских отношений. Давайте возьмем с вами факты из предвыборной программы Трампа и его, возможно, самую важную речь, которую он произнес. Это было 20 октября в городе Геттисберг. В описании к этому видео есть ссылки на русские тексты, поэтому вы сами можете все почитать и перепроверить. Первый и главный вывод, который мы можем сделать. Весьма вероятно, что президент Соединенных Штатов своими действиями понизит цену на нефть. Он прямо заявляет о том, что снимет ограничения на добычу нефти и газа в США. А эта страна обладает огромными запасами сырья. Просто все предыдущие президенты искусственно сдерживали добычу и разработку. Трамп напрямую говорит, что будет поддерживать нефтяные инфраструктурные проекты, такие как трубопроводы. И вообще он не будет особенно бороться за новые источники энергии. То есть, скорее всего, нефтяникам в Америке будет проще добывать нефть и газ, в том числе сланцевые. Их проще будет экспортировать. А до недавнего времени экспорт нефти из США был вообще запрещен. В перспективе это, скорее всего, понизит цены на нефть, а я хочу вам напомнить, мои дорогие друзья, что нефть и газ по-прежнему составляют до половины доходов федерального бюджета России. И уже только на новостях об избрании Дональда Трампа цены на нефть пошли вниз, а рубль, зависящий от них, упал. Второе. Внешняя политика и санкции. По российскому телевидению почему-то заявляют, что Трамп прям будет завтра добиваться снятия санкций, наложенных в отношении России. И действительно, он об этом говорил, но только в 2014 году. А вот зато в октябре этого года он уже заявил, что пересматривает отношение к президенту России Владимиру Путину. Он осудил российские бомбардировки в Алеппо. Мало того, он даже допустил, что его отношения с Путиным будут, цитирую, ужасными. Тем не менее, мы можем с вами предположить, что, скорее всего, международные связи между Россией и США после избрания Трампа будут лишены, как минимум, такой взаимной личной неприязни между лидерами стран. Третье. Гонка вооружений, которая просто изматывает экономику нашей страны. Трамп прямо говорит, что он еще увеличит расходы США на оборону. И нам нужно будет по-прежнему тратить непосильные деньги просто для того, чтобы сохранять военный паритет. Кроме того, новый избранный вице-президент уже заявляет о том, что он будет развивать программу противоракетной обороны, которая очень не нравится российскому руководству. Четвертое. Вообще, как политики, Путин и Трамп, они просто полные антагонисты почти в каждом пункте своей программы. И в большом, и в малом. Вот смотрите, Трамп за сокращение роли государства и количества чиновников. Путин строит государственный капитализм, а количество чиновников при нем выросло просто фантастически. Борьба с нелегальной иммиграцией и строительство стены на границе с Мексикой – I will build a great wall. Это чуть ли не главный пункт программы Трампа. А Путин в это же время выступает категорически против даже всего лишь введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Борьба с исламизацией. Трамп говорит о ней всю дорогу, а Путин даже цитирует какую-то чушь о том, что православие в каком-то смысле ближе к исламу. Некоторые теоретики христианства говорят, что оно во многом даже ближе к исламу, чем к, скажем, католикам. Трамп заявляет, что он практически прекратит любую миграцию из исламских стран, где есть проблемы с радикальными течениями. Поэтому ни один из граждан Узбекистана или Таджикистана, например, не получит визу в США в ближайшие годы. Зато в Россию они могут въезжать не просто без визы, а даже и без загранпаспорта. Оружие у граждан. Трамп за, Путин против. Отношение к абортам. Разная позиция. Налоги. Трамп заявил о том, что хотел бы снизить налоги для семьи среднего класса с 2 детьми на 35%. А в России Путин и его правительство просто постоянно наращивают налоговую нагрузку и на средний класс, и на малый бизнес. И самое главное отличие в риторике и в программе – коррупция. Трамп говорит о борьбе с коррупцией, с государственными лоббистами постоянно. Он построил кампанию на этом. Путин же, как вы знаете, тема коррупции избегает, потому что она является просто основой его режима. Что касается «Чайки», что касается там кого еще, ну неважно. Ну и так далее, и так далее. Это абсолютно разные политики.
Из всего того, что я сейчас сказал, может сложиться впечатление, что я как-то особенно люблю Трампа. Но на самом деле лично мне вообще все равно. Это выборы американского народа, и проблемы или наоборот успехи будут принадлежать им. Сегодня избрали одного, завтра переизберут другого. Просто я акцентирую внимание на том, насколько отличаются политические взгляды Путина и Трампа, и насколько неубедительно выглядят любые рассуждения о том, что завтра они будут прям обниматься, целоваться и дружить. Американская внешняя политика, как, впрочем, и европейская, это не гоночный автомобиль, который может быстро менять курс. Это скорее такой огромный груженный танкер, который даже если захочет остановиться, он будет по инерции плыть прежним курсом еще очень долго. Для того, чтобы изменить его направление, нужно приложить большие, очень точные усилия, а результат наступит довольно не скоро. Вот смотрите, пример отличный. В 1974 году США ввели против СССР санкции в рамках так называемой поправки Джексона-Веника. А потом Советский Союз распался, и отношения наладились, и причин для санкций уже никаких не было. Отменили их только в 2012 году, спустя 38 лет. И поэтому это только вот у нас, поскольку все решает один человек. Сегодня мы с Турцией дружим, завтра мы с ней враждуем, и она нанесла нам удар в спину, а послезавтра мы обо всем забыли, и она снова нам лучший друг. В стране, где есть система сдержек и противовесов, это просто не работает. И изменение внешнеполитического курса связано с долгой, кропотливой работой Сената, Конгресса, СМИ, некоммерческих организаций, экспертных организаций, ну и так далее. Поэтому вывод мой довольно банален на самом деле. Не будет нам от победы Трампа ни особенно хорошо, ни особенно плохо. Ни тепло, ни холодно. Судьба России по-настоящему интересует только нас. А у Трампа и всех остальных это будет только 25-й вопрос повестки дня. Если нам на что и стоит обратить пристальное внимание, так это на то, что в Америке сейчас победил кандидат, про которого все социологи, все эксперты, все политики говорили, что он на 100% проиграет. Еще вчера все опросы утверждали, что его ждет неименуемое поражение. Тем не менее, люди пришли на участки, проголосовали как хотели и избрали того президента, которого хотели. Так и должно происходить на настоящих честных выборах. Давайте думать поменьше об Америке и будем добиваться того, чтобы у нас в стране когда-нибудь были выборы с непредсказуемым результатом. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.